Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же станет вашей новой стрелой Амура? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. И сразу мне идет, что вы пережили очень большой обман. Вот обман, либо же это был в семье, либо в отношениях постоянных, серьезных. Сейчас вы с этой женщиной не общаетесь, но вот что я могу сказать, что до сих пор из головы вы не выбросили эту женщину. Кто-то больше о ней думает, из вас кто-то больше думает, да, кто-то меньше. Но тем не менее, знаете, вы даже в чем-то можете злиться на самого себя, что вы не можете ее забыть. Вот, какое-то, просто наваждение. Вот у кого-то из вас еще может теплиться любовь к бывшей женщине. Вот реальное наваждение. А другие же из вас, они могут просто вот вспоминать, да, думать часто с какой-то вот ностальгией, с грустью, с печалью, о каких-то вот о разрушенных мечтаниях, да, о горечи утраты. Можете вспоминать вот и в голове часто прокручивать какие-то вот жизненные совместные моменты. Также можете прокручивать, допустим, как вам хорошо было вместе, как вы жили до того, вот когда произошел этот обман между вами. Причем вот вы по жизни такой, знаете, вы обычно идете на пролом. Если вам что-то нужно, вы привыкли побеждать и быть победителем. Но в этой ситуации, у вас не получилось, да, вот вы не смогли ничего сделать именно вот с этим вот положением вещей, которое получилось. Вы не смогли ничего сделать, что могло бы как-то, предотвратить это, да, потому что ваша женщина просто приняла решение, что ей комфортнее, как бы лучше где-то там с кем-то развлекаться, да. Здесь, конечно, печалька получилась. Причем я могу сказать, что некоторые из вас могли даже вот до последнего бороться, хвататься за соломинку, чтобы как-то спасти отношения. Либо же вы могли еще пытаться поговорить с женой, там, либо же с женщиной вашей, да, вот. Я знаю, что некоторые мужчины тоже пытаются вот как-то по-своему, да, может быть, немного неумело, не знаючи, но пытаются спасать отношения. Вы и сами мне писали это в комментариях, да, за что вам большое спасибо, что и мужчины тоже пытаются как-то обсудить, да, вот какие-то проблемы в отношениях, поговорить, но далеко не все женщины идут на контакт. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пытались вы спасти ваши отношения или нет, разговаривали, может быть, или еще что-то делали, вот как вы пытались спасти, либо же вы просто решили разойтись и все. Напишите. Очень интересно почитать, да, я всегда читаю ваши комментарии, мне очень приятно. То есть, смотрите, спасти отношения у вас не получилось, да, это уже как бы результат того, что вышло в вашей жизни. Человек вы довольно такой, знаете, вот любвеобильный, я бы сказала. Вы как бы мечтаете о новой женщине. На данный момент вы ее пока не встретили, но опять же, как вы ее встретите, если из души и из ваших мыслей вы до сих пор не выбросили еще свою прежнюю женщину. Я уже неоднократно об этом говорила. Пока у мужчины в душе, в сердце и в мыслях будет другая женщина, в данном случае это прежняя, бывшая ваша женщина, то ни о каких новых отношениях, о построении счастливых новых отношений не может быть и речи. Даже вот на дне колоды у нас, да, сейчас выпала ситуация, когда вот вы, еще не можете успокоиться, вы не можете выбросить это из души и из сердца. Вот еще вот, болит душа, а сердце плачет. Вот приблизительно такое у вас состояние.
Хотя вы очень такой, ну, парный человек. Вообще люди парные существа, да, а вы не то чтобы в квадрате, вы, ну, в кубе просто нацелены на какие-то вот на стабильные отношения. Именно стабильность для вас нужна. Вы не нуждаетесь в каких-то легких отношениях, вам не нужны какие-то вот девочки, которые развлекают, да, приезжают и так далее. Ну, то есть, вот такой вы очень и очень семейный человек. Так, что еще происходит? Давайте быстренько посмотрим. Так, да, вот вы видите, вы и прошлое не можете никак забыть, но и вам уже в мыслях хочется, вот если бы появилась другая, то вы бы не отказались, да, вот у вас такой своего рода тупик, но вы особо ничего не делаете, чтобы особо как-то разнакомиться, где-то найти кого-то, нет. По финансам, в принципе, у вас довольно неплохо все. У кого был, допустим, финансовый кризис, я могу сказать, что вы из него выйдете. Это те, у кого, допустим, вот проблемы с деньгами, да, либо же вы недавно вышли из этого кризиса, у кого-то это могла быть зарплата, да, допустим, задерживали вам какой-то период, сейчас выдали, либо же это может быть премия какая-то, кому-то долги отдали, ну, то есть с финансами, в принципе, я не вижу у вас на данный момент проблем. Так, давайте-ка теперь посмотрим, какая же стрела Амура летит в вашу жизнь, какая женщина на пороге. Так, смотрим. Так, так, так. Ух, какая дамочка. Ой, какая. А дама-то с характером к нам пришла. Она и с характером, и с очень непростой судьбой. Она, знаете, вот смотрите, она как-то вот, она жила, она постоянно как будто вот боролась за свою, за существование, за то, чтобы вот как-то выживать, да, вот у нее был какой-то такой период, когда вот, ну просто забиться в угол и плакать, да, вот. Настолько ей было тяжело, настолько было нелегко, да, это все вышло из-за проблем с мужчиной. Вот ее мужчина оставил после какого-то вот ихнего совместного либо же проживания, это мог быть либо же муж, либо длительные отношения. Ну, то есть как-то мужчина так оставил резко, неожиданно, ну, то есть настолько ей было тяжело после этого, вот как-то, ну, резко, да, это вдвойне еще больнее, когда ты с человеком вроде бы, ну, более-менее нормально, живешь, общаешься, да, а потом резко тебе приходят и говорят, допустим, там, я полюбил другую, либо же еще что-то. Ну, вот как-то так приблизительно у нее было. То есть ей вдвойне было тяжелее это все переживать. Поэтому вот эта ситуация ее очень и очень закалила. Она как-то вот более жестче стала по жизни. Она, если раньше вот она была какая-то, ну, белая, пушистая, я бы сказала, наверное. Там чуть ли не на задних лапках ходила, в рот заглядывала, да, то сейчас вот как-то жизнь ей показала, как делать нельзя. Вот именно на своих отношениях она обучилась, вот она поняла, как нельзя себя вести с мужчиной. Это ошибка, в принципе, многих людей, которые растворяются в своем партнере. Опять-таки, да, повторяю, может быть, кто не слышал, да, мои видео. Когда мы растворяемся в своем партнере, ну, как правило, это не ценится, к сожалению, но это не ценится. Должно быть у каждого свое мнение, свое личное пространство, какие-то свои увлечения, да, в отношениях должно быть все взаимно. Вообще в идеале, конечно, сколько отдаешь, столько и получаешь, потому что игра в одни ворота, ну, ни к чему хорошему не приводит. Если один человек постоянно все отдает заботу, внимание, ласку и так далее, а второй человек либо же очень мало отдает, либо же вообще ничего не отдает, а просто вот принимает это все как должное, но это не долговечные отношения 100%. И это отношения, которые ведут в никуда.
Потому что даже вот смотрите, допустим, мужчина отдает, а женщина принимает, да, я думаю, у многих из вас проигрывалась такая ситуация, когда в отношения вкладывались больше вы, а ваша женщина красовалась, да, это все принимала как должное, но отдавала либо же мало, либо не очень. Я думаю, вы знакомы с этим всем. То смотрите, вы же тоже, да, вот мужчины, мы сейчас берем ситуации со стороны мужчины. Вы же тоже живые люди, да, вы тоже хотите получать ту же нежность, заботу, внимание, ласку, любовь, да. Вы тоже это хотите получать. Да, вы это отдаете, но когда вы этого не получаете, вам тоже от этого грустно и печально, мягко говоря. У вас острая нехватка от этого, вы терпите, кто-то молча терпит, кто-то ходит налево. Ну, каждый решает это по-своему. Потому что вот именно чего не хватает в отношениях, люди начинают где-то искать. А вот найдут ли, это уже, конечно, другая история. Поэтому смотрите, вот эта женщина, она тоже, она много чего повидала на своем веку. Она может показаться немного такая жестковатая поначалу вам. Так, ну ситуация я вам объяснила, почему она так себя ведет. Так, что будет между вами, да, дальше в ваших отношениях? Да, вот она, знаете, вот в начале ваших общений будет как-то, знаете, такое ощущение, что она будет то ли обижаться часто, вот даже может показаться, что она будет на мелочи обижаться. Настолько как-то вот у нее идет осадок, опять же говорю, из прошлых отношений, это нормально. Вот поначалу она будет как-то обижаться. Она может, так знаете, даже всплакнуть, может быть, иногда, вот ей обидно будет. Вас это будет удивлять очень сильно, что вроде бы я ничего такого, ничего плохого не сделал. Почему же она так себя ведет, да? Даже в чем-то это будет злить вас, наверное. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше. А дальше, смотрите, может как проиграться ситуация. То есть вы какой-то период с ней пообщаетесь, повстречаетесь, да? Вот это ее какое-то вот поведение, обидчивое такое, сдержанное, оно вас немного разозлит, как я уже говорила. И вы то ли отстранитесь на какой-то период, ну то ли паузу возьмете, да? Ну вот как-то вы на какой-то небольшой период, вы, может быть, даже не будете общаться. Потому что, ну как-то, знаете, вот бывает такое, вот психанул, все, надоело, да, вот эти вот тараканы, ну бывает всякое. То есть какой-то период вы перестанете общаться. Потом же пройдет небольшой, опять же, небольшой это будет срок, и эта женщина сама либо позвонит, либо напишет вам, да, вот, ну как бы соскучится за вами. Она появится, она объяснит, да, вот свою ситуацию, почему она так себя вела, она все объяснит, что она переживала, да, она думала о вас все это время, она вам расскажет, вот знаете, именно после вот этого вашего временного затишья какого-то, после того, как вы не будете какой-то период общаться, вот она именно объяснит, что было в ее жизни. Она, знаете, она больше вам откроется. Вот откроется именно до глубины души, потому что поначалу, да, как правило, люди, особенно которые с психотравмой, ну, они мало кому открываются. Нужно очень сильно доверять человеку, чтобы открыться. Она расскажет вам свою историю любви, что и как у нее было, да, почему она так себя вела с вами. И вот именно после вот этой вашей короткой паузы у вас пойдут налаживаться уже более теплые, близкие отношения. Она начнет раскрываться, она как бы, знаете, вот как будто оттает, вот как цветы, там листья распускаются весной, и так она будет потихонечку оттаивать и становиться уже снова той белой пушистой, которой она была и раньше. Причем, вот знаете, она не будет абсолютно у вас чего-то требовать, она не будет денег требовать, каких-то там подарков, да. Она абсолютно как-то, ну, спокойно к этому относится. Абсолютно она не гоняется за деньгами, я вам скажу. Так.
И что же будет? Да, у нас солнышком все заканчивается солнышком, да. Причем, смотрите, будет такая ситуация, что когда вот она начнет как бы немножечко оттаивать, вот душа ее, она даже станет как-то более активней, она станет веселей, да, вам будет это очень нравиться, потому что на самом деле она очень такая увлекательная женщина, с ней интересно будет вам общаться. И причем вы настолько как-то вот, ну, влюбитесь, либо же увлечетесь этой женщиной, что вы будете даже бояться, чтобы ее никто другой у вас не забрал. Вы настолько будете вот таким вот, знаете, собственником, ревнивцем, как будто, вот знаете, вот как на этой карте вы всех каких-то ее ухажеров там, да, будете отгонять. Вот кто-то на нее там посмотрел на улице, все, вы уже, знаете, на дыбы стали, уже стали в стойку, охрана, оборона, ну как-то так, вот мое, да, мое не отдам. Вот. И как результат у вас выпало солнышко, да, карта солнца. Это очень светлая, теплая, хорошая карта, которая говорит и о счастливом периоде жизни, да, и о гармонии, комфорт. То есть это будет вот ваш пик достижения того, чего вы ждали, да. У кого-то это может быть гражданский брак, у кого-то это совместное проживание, может быть. Ну, то есть к вот этому вашему счастью вы будете вот как через тернии к звездам идти будете какой-то период, да, расставания временного, каких-то вот, может быть, споров, ну, недовольства какого-то, да, но как итог вы придете именно к тому счастью, в котором вы так все нуждаетесь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!